Привет, друзья! Сегодня день номер 73. Будем заниматься протяжкой. Вот стол вчерашний, да? Сегодня будем заниматься протяжкой. Для начала я скажу вам то, чего не сказал в прошлом ролике. Я думал сказать, но не сказал. Зато вспомнил и скажу сейчас. Во-первых, это арголит ДСП, сколько там, 3 миллиметра, скорее всего. Мы пополам просто лист разрезали и вставили его за столешню. А сверху прикрутили саморезами. Все это держится. Потом в эту щель чуть-чуть гипс зальется, вытрется и все. Щели здесь не будет. Но она там меньше миллиметра даже. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Дефекты этой столешницы. Она дефектная, естественно, дешевая, потому что дефектная. Вот такие дефекты. Стоит она раза в 4 дешевле, чем стоила бы новая. Вот такие дефекты. Мы можем производить нашу работу, это нам не мешает. Покроем лаком вот эти вот штуки, чтобы не разбухало вот это вот ДСП. Здесь покроем лаком. Лак высохнет и можно будет работать. И еще один момент касательно сверления. Момент сверления кирпичной стены. Я пользуюсь ударной дрелью. Ударной дрелью, не перфоратором. Сверление в стену. Я пользуюсь ударной дрелью. И рекомендую всем людям, кто занимается ремонтом в старом фонде, не использовать перфоратор или использовать по минимуму. Кирпич прекрасно сверлится на ударном режиме дрели. Если вам нужно сделать штрабу для розетки, вы прорезаете болгаркой, потом вместо перфоратора возьмите зубило. Прекрасно работает зубило, ручной инструмент. Но вы причиняете меньше вреда вот этим старым потолкам, старому декору, старой лепнине. Никаких перфораторов. Держитесь от перфораторов подальше. Прошу вас. Протяжка. Угу. Нам выключили холодную воду сегодня почему-то. Что-то ремонтируют там. Это теплая вода. Вы, может быть, видите, пар поднимается. Мы набрали теплой воды и охлаждаем ее. Кто не в курсе, горячая вода и гипс – это очень быстрое застывание гипса. Должна быть нормальной комнатной температуры вода. Если мы будем засыпать гипс в горячую воду, он у нас будет моментально схватываться. Вот такая подстава. Решили начать работу, и тут нет холодной воды. Ну, ладно, как-то выкрутимся. Надеюсь, это быстро охладится. Как и говорил, покрываем лаком. И вот эти вот коцанные места уже покрыли. Еще момент. Эти кронштейны везде утоплены, спрятаны за торцы где-то на 2 сантиметра. Это чтобы гипс не налипал сильно. То есть они как бы под столешней, внутри. Ну и обрабатываем саму каретку и шаблон, деревянную его часть. Это делается для того, чтобы меньше налипал гипс. Поры закрываются лаком, и гипс уже чуть-чуть меньше налипает. Легче очищать инструмент. Лак используем нитроцеллюлозный NC218 и растворитель 646. Пропорция, как вам удобно, как вам вкусно и приятно. Так и разбавляйте. Можно без разбавления. Дольше сохнет. С растворителем сохнет быстрее. Еще момент насчет столешницы и насчет стола. Мы не прикручивали ее сверху. 4 самореза ее здесь удерживают. С этой стороны 2. И 2 с этой стороны. Вкрученных снизу. Этого достаточно для того, чтобы ее удержать. Плюс мы не портим водонепроницаемую поверхность ее. Все-таки в основе ДСП, а не бакелитовая фанера. Саша сейчас будет заниматься самым любимым делом своим. Штукатуркой. Уж очень это любит, она очень любит это. На самом деле она ненавидит штукатурную, вот такую простую штукатурную работу. Но делать надо. Но не стреляйте. Стол смазываем подсолнечным маслом.
Шаблон уже смазали. Это было аккуратное рассыпание из мешка, то есть не сразу вывалить из мешка, а аккуратно рассыпая. Только смотри, чтобы не брызнуло. Давай сокращаем замок. Согласен? Да. У нас разной длины здесь куски. Нам нужны не 3-метровые, нам надо 2,72. Сейчас гипса мало. Это первая заводка, с нее угадать, там что-то угадывать. Это предусмотрено. Нам нужны 2-метровые куски. Мы сейчас будем делать 2-метровый кусок. Сразу ставь. Одернул. Вильнул. Вижу. Чуть-чуть надо еще. Чуть-чуть. Гони. Так. Все, смотрим. Нормально уже все. Уже все хорошо. Так. Ну давай разок еще просто. Давай еще раз. Все, по последний раз. Да, нормально все. Давай. Контрольный. Мы победили. Опа. Шаблон так и оставляем. Не надо сейчас его чистить. Оно застынет, гипс застынет и будет нормально. Легче будет очищаться. Сразу чистить не надо. Ну вот такая какая-то первая тяга у нас в квартире получилась. Хорошая тяга. Хорошая, почему нет? Нормально, все ровно. Вроде бы. Свет плохой, конечно, но нормально получилось. Все отлично. Думали на 2,70, но раствора хватило на 2 метра. У нас отметка стоит на 2 метра. Нам именно нужны 2-метровые куски, 2 куска. Не знаю, видно ли пар, она парит. Горячая. Мы перевернули ее наоборот и делаем такую насечку сразу ножовкой. С этой стороны Саша уже в углу вручную долепила тяжку и сейчас домазывает уголочек. И еще штукатурка. Очень Саша любит штукатурку. Говорит, я хочу штукатурить. Решили эту комнатенку еще сделать. Заделать трещины. Бежит он, снимай. Скорее. Снимать скорее. Нормально делай. Делай нормально. Когда я вижу чистенькие
такие вылизанные мастерские, где-то в роликах на ютубе. Ну, я понимаю, ну, ребята, ну, как бы, это презентабельно, да? У нас абсолютно непрезентабельная тут работа. Тут грязно, гипс это пыль, грязь и так далее. Все равно это будет продолжаться и продолжаться, пока мы не закончим. Хочу обратить ваше внимание. Да, мы вытянули детали. Вот это вот место, вот это маяк потолка. Это потолок, уровень потолка. Видите? Вот эта часть карниза, вот эта плоскость карниза, тело карниза, она выше, чем потолок. В перевернутом виде получается потолок глубже на 1 сантиметр. В связи с этим мы испытали некоторые трудности при монтаже. Да, мы смонтировали эти детали в сухую. Они уже на месте. Вот так. Они выглядят как бы на своем месте. Сложно. Дранка. Вот эта толщина, которую мы оставляли на вот этот маячок, который будет являться маяком потолка, вот это самая крайняя вот, как бы полочка, самое крайнее поле. Вот эта толщина ему была необходима, иначе потом правилом это легко было бы сломать. Но из-за этой толщины очень тяжело было все это дело выровнять, потому что упирались в дранку. Пришлось вот здесь по краям, там доска стоит вот под углом, пришлось здесь по краям снимать дранку, ну сантиметров 30, наверное 40, чтобы состыковать со старым хоть как-то. Здесь то же самое. Жалко, конечно, ну, ничего не поделаешь. В этой работе помог товарищ, который желает остаться неизвестным. И не факт, непонятно, когда он еще придет помочь. Это тяжелые такие штуковины, сами понимаете. Поэтому мы их замонтировали сейчас в сухую. Они относительно выровнены, но они в сухую. Я предполагал их клеить на что-то, на штукатурку, на гипс. То есть наносить и потом монтировать. Но им сейчас лучше сохнуть в таком положении. Здесь они высохнут быстро. Теплый воздух, он выходит на чердак, доски. Это высохнет очень быстро и в нужном положении. Естественно, они не идеально ровно встали. Сохранилась какая-то, создали какую-то некую новую историческую кривизну. Потому что вот здесь, в этом месте, я вот не знаю, как камера вам показывает, я вижу такую пузу небольшую, наверное, миллиметров 3. Чуть-чуть некий прогиб, но там что-то сзади мешает. Снимать все это, вырывать всю дранку, ну, ребята, это бессмысленно. Делать супер идеал с этими карнизами старыми, которые тоже как-то искривляются. Естественно, здесь подгибы. Это будет выглядеть гармонично. Уровень идеальным не получился. Этот угол завален сейчас относительно правильной горизонтали, он завален, скорее всего, около 20 миллиметров где-то. На 4 метрах это абсолютно незаметно. Ставили мы не по гипсокартону ровненькому, ставили по кривому потолку, по досочкам, по дранке. Визуально сейчас воспринимается приятно и, в принципе, нормально. Остается открытым вопрос приклеивания этих карнизов, этих частей карнизов, какой-то посадки их на некую подушку, которая бы позволила там совершать какие-то хоть чуть-чуть колебания без видимого вреда внешнего. Вариантов несколько. Если будут еще руки, да, после высыхания снять, намазать и обратно приклеить. Либо без высыхания инъектировать, например, гипсом, то есть засверливаться прямо в карниз и туда вгонять гипс. С той стороны есть щель, отсюда тоже можно задуть нормально. Тоже как вариант. И я подумаю еще над этим. Если работать гипсом, то не нужна грунтовка, но гипс может повести себя как-то в массе, ну, довольно-таки непредсказуемо, может где-то что-то отдавить. Ну, над этим можно подумать. Вот такой результат сегодняшнего дня. Вытянули, смонтировали. Возможно, не в последний раз, возможно, придется их снять, чтобы намазать. Надо подумать, как лучше сделать.
Ну и сейчас я хочу сделать такое первое аудиовизуальное напоминание тем, кто может быть не в курсе. Весь видеоматериал на этом канале носит развлекательный характер. В описании к каналу, в описании к плейлисту, который содержит это видео, указано: не используйте видеоматериал как прямое руководство к действию. Я это говорю потому, что чем дальше мы будем заходить вглубь каких-то процессов, тем больше будет неправильного. Мы, возможно, неправильно сегодня тянули, возможно, мы неправильно сегодня замонтировали, возможно, мы еще много чего неправильно будем делать. Это развлекательный контент. Мы не являемся, не позиционируем себя как суперпрофессионалы, как люди, которые четко, досконально знают, что куда будет. Не, ребята, мы просто делимся тем, что у нас есть. Мы действуем, мы комментируем. Возможно, кому-то какие-то идеи смогут пригодиться, у кого-то появится вдохновение. Это классно. Надеюсь на некое взаимопонимание. Если вам понравилось это видео, лайк, не понравилось, дизлайк. Ну и задавайте свои ответы в комментариях. Пока-пока. Всего доброго.